член кружка большая полка. Однако мульдва. Всем привет, с вами Ларри и внезапно Чуи. А это наша рубрика о фигурках, в которой мы расскажем вам про классную фигурку от какого-то там производителя, в данном случае от Good Smile. Да, гудки у нас сегодня. Гудки, да. Вот. Чуи, член кружка «Большая полка». Да, мы почти бойскауты. Вот такой у нас замечательный кружок анонимных анимешников, собирателей, копателей. Коллекционеров. Да, коллекционеров «Большая полка» и также, наверное, как я, представитель My Anime Shelf. Вот. Я не имею к ним никакого отношения, я просто там зарегистрирована. Но если что, привет, ребята. Она прибедняется. Не верьте. Итак, сегодня у нас в видео В гостях Дисней. Распакуем, да, Дисней. Это у нас Рапунцель. Это Рапунцель, и если верить даже My Anime Shelf, отдельно здесь представлена фигурка Паскаля. Это тот самый прикольный... Да, как его? Кто там? Хамелеон. Да. Хамелеон. Змея. Ну что мы имеем? Мы имеем Нендороид. Нендороид, 804, между прочим. Круглая цифра. Большая. 804 Нендороид. Недавно, совсем недавно была ты у Дениса. Да. И поняла, что все 804 Нендороида были у Дениса, наверняка Рапунцель у него тоже есть. Это не его Рапунцель, поэтому мы можем спокойно вскрывать эту коробку и посмотреть, что же там внутри. Хотя здесь на самом деле на коробке все написано. И все показано. Вообще все, что вложено, какие-то детальки, сменные лица. И если кто не в курсе, Нендороиды такие маленькие, замечательные, милые фигурочки, у которых много всяких няшностей в комплекте. Вы можете даже комбинировать эти лица, ручки, там какие-то детальки между другими Нендороидами, которые у вас есть уже в коллекции. Они будут прекрасно подходить. У нас интересно рассказывать. У нас там есть Эльза, и у нее, например, личико от этой, господи, Шмику снежной. Да, это не ее лицо. Прикиньте. Да, а подходит как свое родное, прикинь. Удивилась как просто. в том фильме «Без лица». Все идеально подходит. Да. Вот. Ну что, давай попробуем вскрыть как-нибудь. Давай. А чем мы ее вскроем? Нож в студию. Кто-нибудь бросьте меня ножом. Зу, скинь в нас ножом, хватит спать. Не, ногти, есть ногти. Подожди, сейчас мы все У скроем. меня лапки. Ой, да. Все. Ура! Спасибо. Внутри блистер. Блистерушечка, да. Что-то достаем. Тихо. Ой, там не просто блистер. Ну, инструкция, кстати, да, вот нужна инструкция к Нендороидам иногда. И чудная мини-диорамка такая получается. Ой, вон задничек прикольный. Да, красивая картиночка. Ладно, прячем. Знаешь ли ты японский? Аристократ уже спрашивал, он сказал нет. А ты? Я забыла, как по-японски нет. Блин. Нет. Я тоже. Инструкция на японском. Она интуитивно понятна. Ну что ты, честное слово. Вот на английском есть с другой это стороны. английский. А там японский, Ой. а тут английский. Хаясё. Отлично. Давай ее скрывать. Есть скотч? Скотча вроде нет. С каких-то пор они перестали их лепить скотчем. Очень странно. Когда мы не покупали. Это плюс. Да. Видать, блистеры наконец стали делать качественно. Пим-пим-пим. Пик. Ура. Все, сняли. Подставка стандартная. Да, раньше, кстати, у Нендороидов были другие подставки. Они уже где-то года, наверное, 2, да, делают вот квадратненькую. Раньше были другие. Ну, у них, на самом деле, у Нендороидов больше, чем год или 2 даже назад поменялось вообще скульпт, грубо говоря, этих пегов для шеи, например, и точно так же пегов для... Они сильнее стали. Они стали намного крепче. Не буду ее распаковывать, она обычная, стандартная. Ну, мы должны будем поставим потом. Но вообще, на самом деле, Рапунцель, я думаю, стоит прекрасно. Немножко страха. Вот, все. Лысый Рапунцель, я видела лысый Рапунцель. Блин, здесь будет много страха, на самом деле, потому что... Ставьте лайк видео. Не поставите, мы придем. А ты думаешь, это у нее лайк такой? Она же что-то держит в руке. Да. Да, это на самом деле для
палитры. Ну так выглядит, как ставьте лайк. Уберем все лишнее. Блин, все-таки придется... Нет, мне инструкция не нужна, потому что там все понятно, интуитивно. Да. Я поняла. О, сковородка. Сковородка, конечно. Это что, оружие свободы? Вот ты же нас чуи можно еще сильнее сократить. Будет че. Сковородка, орудие свободы. Че. На Кубе никогда не была, но, может быть, съезжу. Слушай, а мы немножко прибрали. Стоит она на самом деле так себе. Так себе? То есть надо все-таки разрывать пакетик? С такой косой неудивительно, на самом деле, что ее немножко дисбаланс. Может, ее можно на косу опереть? О, не-не-не, стоит, О, отлично. Ага. Супер, вот пару сменных лиц еще есть с удивленной мордашкой. И с такой, типа, я сейчас что-то сотворю. У него голова кружится. Я же говорю, он отдельный вообще персонаж. Вот мне кажется, в каждом мультфильме, особенно в Диснее, есть какой-то вот второстепенный персонаж, который дает 50% успеха вообще всем. Вот, и это, наверное, Паскаль, да, он... Там еще конь, не в Рапунцель, еще конь. Да, прости, 50% успеха ящерица, 50% успеха конь. Все остальные персонажи, в принципе... Они там что-то делали, ну какая разница, да. Вот, что у нас еще есть к ней в комплекте? Ей каким-то образом приделывается вот эта вот ее диадема. Диадема, сейчас глянем, как она к ней приделывается. Я думаю, что магнитиком. А фиг там валялся, называется. Нет. Просто есть диадема. Ну смотри, у нее здесь какая-то прозрачная штучка. Значит, она куда-то... Да, вот здесь магнитик, действительно. Боже упаси. Фантастика. Магнитики дошли до нендороидов, друзья. Ура! Наконец-то. Вместо дырок мы будем делать магнитики. Они осознали свою ошибку. Так, смотрите, еще руки, куча рук. Это вот как раз это кисточка. кисть, да. А что она такая сплошная? В смысле сплошная? С ней все в порядке. Я имею в виду древко и вот сам, мне кажется, беленькая. А ты видела, чем писал когда-то, не знаю, да Винчи? Она немножко в другое время. Ее вообще не существовало. Та-да-да-да! Вот. Вполне себе пойдет. Тебя не смущает, что пальцы не пририсованы, она как варежки? То есть все в порядке, древко у нее. Это, знаешь, это как у Лего. Да. Ничего, все пойдет в порядке. Зажарим руку. Все равно расчленим. Ну, на самом деле, да, в нендороиды очень клево играться. Если у кого-то есть пристрастие к маленьким миленьким вещам, то попробуйте поиграться в нендороидики. Это будет очень-очень... Да что ж ты творишь-то, ее просто... Дай мне какую-нибудь руку уже на замену. Дай мне какую-нибудь правую руку на замену. Они отличаются. Это левая рука. Дай мне правую. Спасибо. Правую. Слушай, у нее здесь еще... Я пошутила, дай левую. Ой, нет. У нее еще есть замечательные... Звук веры, с которым это дело вставляется вовнутрь. Дзынь. А как эта сковорода-то втыкивается? Кто-нибудь мне расскажет? Легким усилием. Да. Оп, все. А вот мне кажется, что вот сковорода здесь... Рапунцель офтальмолог. Если вы хотите больше выпусков с этим персонажем, я сейчас про Рапунцель, которая полезла под стол. Ставьте лайк. Почему-то никто не подает подальше детальки. В комментариях. Зус ушел отдыхать. Зус ушел отдыхать сегодня, да. Ты просто не джедай, расслабься. Я не... Не хотела тебя огорчать, ты всего лишь Чубака. Я всего лишь мохнатая волосатая обезьяна, да? Спасибо. Она обезьяна? Мне казалось, что это не обезьяна. А кто это? Ну, скорее Йети. Но с юга. Он же не под белый мех, под снег не маскируется. Или он там, где бывает смена сезонов. Ладно, короче. У нас Рапунцель. У Рапунцеля есть замечательный фонарик. Фонарик, даже с символом королевства. А теперь вот ты, человек, который любит ломать молекулы. Человек попробуй воткнуть. Класс. Да, это одно из самых прекрасных
Мне кажется, может, вот этой стороной надо ее попробовать. Вот этой. Давай, воткни, потом придумаем, что с ним. У нее хвосты-то подделываются вот так вот, оказывается. Да, в Их можно несколько этих поворачивать. Боже мой, какой кошмар, бедная девка. Сколько у нее волосы расчленяются. А вот я теперь просто не знаю, как воткнуть в нее волосы. С учетом всех наших этих манипуляций. Вот сюда, например. В чем проблема? Ну, короче, вот так. Там нажми. Ну да, ну все прекрасно втыкается. Так, а Паскаль у нас, скажите, что тоже на магнитике, а то я не поверю. Нет, он просто где-то стоит. Где он стоит? Он у тебя коробка с той стороны. Ну, вот так на голове? Да, наверное, должен быть на голове. У нее и цветочки от этого самого, и ей можно воткнуть вот эту вот держалку. Не только в спинку, как ей можно в башку воткнуть. Как это мило. Действительно, подставка, воткнутая в голову. Меньше мозга, больше счастья. Вот видишь, инструкция все-таки к ней. Решает. Да. У нее голова, кстати, полностью разбирается. Вообще полностью. В смысле? Ну, то есть вообще полностью. Это часть, задник, да. лицо и передник. Ну вот в чем была фишка старых нендороидов, это то, что у них вот этот вот, как его, пек, он у них входил в заднюю часть головы. И когда он отламывался вместе с башкой. Класс, то есть только высверливать. Да. Вот. И запасных нет. Ну нет, почему? Запасные-то есть, но как это тебе поможет? Как ты это воткнешь в голову, например? Вообще да. А сейчас нет такого. А сейчас они вот разбираются совершенно молодцы. спокойно. Да. Большим Всего лишь сколько лет существования Good Smile Company, сколько лет они выпускают нендороиды. Кстати, если хотите посмотреть на самый первый нендороид, вбейте в Google или посмотрите у нас где-нибудь вот. Если вас, конечно, в Гугле не забанили. Да. Такое бывает. Вот. Так, магия монтажа. Мы уходим, на крупные планы. Вот, и после будем выставлять. Перед нами красотка Рапунцель из диснеевского мультфильма «Рапунцель. Запутанная история» или «Танглд» в оригинале. В своей комплектации фигурка имеет 3 сменных лица с веселой улыбкой, удивленная, с широко раскрытыми глазами, а также с хитрым взглядом, демонстрирующей ее темную сторону. Большой набор дополнительных частей, таких как сковородка, красивая тиара, инструменты для рисования и фонарь, а также множество сменных рук, позволят придать фигурке различные положения. Длинные золотистые волосы Рапунцель, заплетенные в большую косу и украшенные цветами, хорошо детализированы. Сама коса может быть закреплена в 3 различных положениях, а на голову фигурки помимо диадемы можно посадить ее верного друга-хамелеона Паскаля. Ну что, вот такая, фигурка. Что у нас по цене? 5500 йен. Без учета доставки. Без учета доставки, но мне кажется, можно было бы найти подешевле. Это такая усредненная цена по Японии. А так, я думаю, со всякими фишечками, скидочками Ами-Ами или Hobby Ring Japan или Hobby Search можно было взять ее подешевле. Вот. Размер? Ну, стандартная, на самом деле, цена для нендороида, стандартный размер для нендороида, они в районе 10 сантиметров, не больше. Вот. Такая маленькая милипуська с кучей возможностей а-ля Терминатор. Да. Складная женщина. Складная женщина. Но она не складывается, на самом деле. Разборная. Разборная, да. Вот, если что, можно взять ее с собой. Пам! Да. Вот, мы разобрались, наконец, с этой подставочкой и со всякими держалками. Не так много времени уходит, чтобы ее собрать. Скорее, больше нервов, чтобы она потом стояла красиво, долго и желательно ее не трогать. Потому что коса. Да все что угодно, на самом деле. Может отвалиться. Вот. То есть это такой выставочный вариант. Для красоты можно поставить именно так, а чтобы играться уже, наверное... Нет. Не игрушка.
Из этой серии должны еще выйти. Да, на самом деле Disney и Pixar заключили, я так поняла, какой-то контракт или соглашение, или просто подружились с Good Smile Company и решили выпустить целую серию по Диснею. И это не первая фигурка, на самом деле. У нас кто выходил? Белль выходила. Не вон та. Нет, это другая. Это Hot Toys. Выходила Белль, скоро выйдет и Ариэль, и Тинтин, Динь-Динь, вот эта фея, да. Из Питера Пэна. Из Питера Пэна. И вообще просто фея, потому что это мультик фея отдельно. Джек Воробей, Джек Повелитель тыкв. Кто там еще? Из монстров выйдет. Академия монстров, да. Да, Академия монстров Салливан. По-моему, его зовут. Синий чувак. Да, синий чувак Салли и Майк Вазовский. Да, Майк Вазовский будет у него. И Бу у них будет тоже. Девочка, да, девочка. Вот, мне кажется, она прям идеальный вариант для Нендородика. Она такой милая. Рапунцель вышла в конце декабря, 20-х числах, по-моему, она вышла. И уже в январе к нам приехала. Ура! Вот. А остальные вот буквально по месяцам. То есть сейчас у нас выходит Ариэль, потом у нас выходит Динь-Динь. И вот так вот в течение всего 2018 года они, мне кажется, собираются выпустить всю линейку по Диснею. Что на момент выхода, вот вы уже будете смотреть это видео, уже к этому моменту точно что-то выйдет. Раритетность? Вообще никакой. Она, на самом деле, это Nendoroid. Просто раритетность zero. Это бюджетная, очень бюджетная. Были золотые времена, когда можно было купить комплитку за эти деньги, но нет. Они прошли. И сейчас Нендородики считается, что не плачь. Нендородики по такой цене достать несложно. И даже если закончился, я не знаю, тираж их в каком-то одном магазине, они наверняка появятся в другом. У нас получается раритетность 0, цена плюсик, потому что дешево. Я думаю, что да. Не, я, конечно, понимаю, что где-то для кого-то это прям 70%, скажем так, людей, которые хотят купить себе фигурку, смогут ее себе купить, если вот прям хочется хоть что-нибудь. А если пооткладывать пару недель? Да. Не есть, не обедать. На завтраках это можно 10 себе таких купить, я вам серьезно говорю, они очень дешевые. Вот. Достать легко. Никакой раритетности. А соотношение или что у нас там? У нас дальше идет размер. Габариты. Влезет на любую полку. Шикарная, мне кажется, в кармане носить можно. Если вы хотите украсить свою полку в ванной, если вам не хватает ажурности и радости Диснея на кухне рядом с солью. Если вам скучно сидеть в туалете. Да. Вы можете взять с собой Nendoroid. На самом деле это тот случай, который можно, поставить в любом месте. На колонке, кстати, очень мило смотрятся многие фигурки. Вот прям вместо кактуса, да. Вот вместо кактуса, только поливать не надо. Вообще никогда. Только даже... Хотя нет, надо. Когда пыль протираешь. А ты поливаешь фигурки? Зачем ты это делаешь? Расти носик, расти хвостик. Забыли об этом. Вот. Размеры удовлетворяющие. Хотя, если есть любители, коллекционеры нендороидов, для них нужно заморачиваться, делать отдельные полочки. Либо на большие полки многие делают такие как бы ступенечки. Вот вспоминаем еще раз видео, интервью с Денисом. Если вы не видели, сходите посмотрите. Сходите к Денису, у нас есть его адрес. Он будет под комментариями. Денис, жди гостей. Он будет под видео в комментариях. И выйдет Денис и такой: нет! Закрою все окна и двери. Вот, уеду куда-нибудь на Ямал. Да. Размер у нас хороший. За исключением каких-то вот нюансов. Если у кого-то есть заморочка, чтобы это красиво смотрелось, маленькие полочки, нужны ли какие-то подставочки. Я не заморачиваюсь, у меня все отлично. Качество. Качество good. Для Nendoroid это для такой маленькой фигурки у них очень хорошая проработка деталей, то есть хвостик. То есть да, всякие какие-то маленькие нюансики у них все двигаются, покрас волос, например, тоже очень хороший, то есть там светотенька, все это присутствует. Это не фигурка с киндер-сюрприза или еще какой-нибудь там дребедень. Вот, юбочки, чтобы вы понимали, все это снимается, рукава, ручки отдельно снимаются даже вот эти вот буфы, ее фонарики. Бабушка-трансформер. Вот. У нее куча всяких примочек, которые тоже хорошо, качественно выполнены из разряда сковорода, одна штука. Сковорода — это самое важное. Это палитра. Одна штука. Мега-кисть. Палка-кисть. А-ля да Винчи. И я люблю средних. Ею можно обороняться, она же воинственная женщина. Она и сковородкой, судя, пометуя мультик, неплохо оборонялась. Да.
Да, плюс. Нам нравится. Ожидание, реальность. Что ждала, что получила. Чего ожидала, то и получила. Класс. То есть срослось все. Вообще, в принципе, в этом смысле все нендороиды, они делают прекрасные себе фотографии промо, просто на белом фоне, просто без всяких изысков. Фотографируют сразу возможные варианты постановки, то есть они же подвижные, максимально подвижные фигурки. Ну, да, у них вот. ручки, ножки. И все нюансы, которые идут к ним в комплекте, они всегда фотографируют. То есть у вас не будет такого, что вам эксклюзивно досталось что-то сверху случайно упало к вам в коробку и приехало в Россию. К сожалению, нет, но зато никаких разочарований. Все, что есть на фотографиях, всегда есть в комплекте в коробке. Итого 4 Рапунцели из 5. 4 хвоста из 5. 4 хвоста. 4 фонарика. 4 хамелеона. 4 палки ковырялки. Что найду, то и поставлю. Я тебе нарисую палку. Договорились. Да-да-да. Вот. Ну, собственно говоря, все остальное вы видели на более крупных планах. Поэтому на сегодня у нас все. С вами были Чуи, Ларри. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте о нас своим друзьям, делитесь этим видео. Колокольчик. Да, колокольчик жмите, прям жамкайте его быстро, стремительно. А мы дальше будем радовать вас наимилейшими фигурочками. Но они же такие нежные. Пиу. Да, пиу. Что пиу? Фонарик у них. Загадай желание, выпусти фонарик. Всем пока. Пока.